Привет, друзья! Я обожаю всю серию игр Kingdom Rush, но первая часть в моей душе всегда номер один. Вы скажете, что я повторяюсь, и на самом деле будете правы. При любом удобном случае я говорю то, что и так известно всем моим подписчикам. Первая часть Kingdom Rush для меня самая родная. Буквально на днях я закрыл последний этап этой игры, пройдя финальную миссию в Пандемониуме, сразившись с могучим владыкой ада Молохом. Но это не ставит жирную точку на подготовке контента по первой части Kingdom Rush. Как минимум это челленджи и просто прохождение для души. Ну и конечно же еще одна интересная ниша. Это герои первой части игры. Я уже успел подготовить обзор на Десятина. И сегодня, под впечатлением от последней игры в Пандемониуме, хотел бы поговорить о бесстрашном Мстителе, чье имя внушает ужас демонам. Оружием ему служат мрачная слава и сверкающие катаны. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет про Они, премиального героя первой части игры Kingdom Rush. Они в японской мифологии большие, злобные, клыкастые и рогатые человекоподобные йокаи с красной, голубой или черной кожей, живущие в Дзигоку, японском аналоге ада. Хотя обычно это злые монстры, которые нападают на людей, их также можно считать и защитниками, поскольку статуи с их обликом можно встретить на зданиях для отпугивания иных злых духов. Они внешне похожи на самураев, элитных воинов в японской истории, носившие крепкие доспехи и владеющие двумя мечами. В игре Kingdom Rush Они представлен как очень высокий самурай, обладающий силой, сравнимой по силе темного рыцаря. Он облачен в бордовые доспехи и имеет золотую накладку на своем шлеме. Они довольно быстр и способен за считанные секунды переместиться от одного врага к другому. На 10 уровне прокачки Они имеет 650 единиц здоровья и наносит 25-75 единиц урона, имея при этом 60% броню. Ко всему прочему, Они не получает урон в момент уничтожения демонического отродья, владыки демонов, адских гончих, легионов, фларионов, гулеймонов, что делает его идеальным бойцом на картах с вышеперечисленными врагами. Ну а теперь давайте более детальнее рассмотрим основные способности Они. Первая из них это пытка мечами. Время восстановления каждые 15 секунд. Они вонзает свои катаны в землю, используя древнюю магию, дабы призвать мечи погибших воинов, которые вырываются из-под земли и наносят от 100 до 250 единиц чистого урона всем противникам в радиусе поражения. Вторая способность «Смертельный удар» открывается на 4 уровне прокачки героя. Время восстановления каждые 12 секунд. Они поднимает свой меч над головой, направляя древнюю силу богов на своего противника и нанося от 250 до 500 единиц чистого урона, при этом имея 25% шанс мгновенного убийства. Очень солидные способности. Они герой ближнего боя, специализирующийся на боях 1 на 1, способный уничтожить любого врага и выстоять даже перед такими танками, как Йетти, либо же лесной тролль. Поскольку Они невосприимчив к адскому огню демонических врагов, он является отличным героем, способным сражаться с демонами в течение длительного периода времени. Этот иммунитет также дает ему возможность повышать свой уровень быстрее, нежели другой герой на демонических кампаниях. Обе способности героя наносят врагам чистый урон, что также является огромным плюсом при выборе героя. Они не имеет возможности бить по воздушным целям, но в момент использования навыка пытка мечами против наземных врагов может нанести урон летающим врагам, если те в момент использования находятся в радиусе поражения способности. А вот что говорит Они в момент взаимодействия.
Off with their heads! Эта фраза чаще всего ассоциируется с червовой королевой из известного произведения «Приключения Алисы в стране чудес». Лжецы! Льстецы! Лицемеры! Головы с плеч! Banzai! Банзай – произношение традиционного китайского пожелания долголетия. В прошлом обычно использовался полный вариант тенохейка банзай, традиционно японское пожелание 10 тысяч лет жизни императору, но также часто использовалось в качестве боевого клича японских воинов. My blades are thirsty! А это строка из песни «Мастер меча» группы Battlelore. A good death! Известная фраза, произнесенная самураем Кацумото в фильме «Последний самурай». У нас был полковник. Его имя Кастер. Я слышал это имя. Он убил много воинов. О, да, много воинов. Значит, он был хороший генерал. Нет, он был безрассудным генералом. Все его солдаты погибли, потому что он выступил с одним батальоном против 2000 разъяренных индейцев. 2000 индейцев? А сколько воинов было? 211. Хороший генерал Кастер. Он убийца, обожавший о себе легенду. И погибли его солдаты. Я думаю, это хорошая смерть. Может, вам когда-нибудь тоже так повезет. Death brings me honor. Будучи убитым, Они достает свой вакидзасе и совершает сэппуку, ритуальное самоубийство, которое совершают самураи, дабы умереть с честью и достоинством. Совершая сэппуку, самураи демонстрировали свое мужество перед лицом боли и смерти и чистоту своих помыслов перед богами и людьми. Вот таким, друзья, вышел сегодняшний обзор одного из самых величественных героев первой части игры Kingdom Rush. Надеюсь, вам было интересно. Если да, подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики под видео. А на этом все. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Пока.